Задача. Через прямую DE провести плоскость, перпендикулярную плоскости ABC. Построить линию пересечения плоскостей и обозначить видимость. Ну, собственно говоря, эта задача распадается на три части. Первое, это необходимо провести плоскость перпендикулярную ABC, а потом уже решить задачу по построению линии пересечения плоскостей. Ну и последняя часть, это обозначить видимость. Для проведения плоскости перпендикулярной ABC проведем вначале фронталь и горизонталь. Проведем из точки А, проведем горизонтальную прямую, найдем точку пересечения с BC и построим эту точку на горизонтальной проекции. Значит, эта точка будет у нас, здесь была сторона BC, здесь на стороне BC будет эта точка находиться. 1. Ну и построим саму непосредственно горизонталь. Значит, точка А, точка вот эта, и далее проведем сюда. Обозначим то, что мы построили. Это будет у нас здесь точка 1, проекция 1, проекция 2. Дальше здесь это будет точка 1, проекция 1. И это у нас была горизонталь. Это будет у нас H, проекция 2. И это горизонталь H, проекция 1. Аналогично проведем фронталь. Фронталь удобнее провести здесь, из точки С. Проведем эту горизонталь. В точке 2 фронталь пересекет БА. Построим линию связи вертикально вверх до пересечения с БА. Обозначим то, что... Да, мы проведем сразу фронталь, а потом обозначим. Мы проводили из точки С, далее через точку 2 и далее. А теперь обозначим то, что у нас получилось. Значит, первоначальная точка. Это точка 2, проекция 1. Получилось. Ну, здесь обозначим. Точка 2, проекция 2. И получилось у нас вот это фронталь, F, проекция 1. И фронталь, F, проекция 2. Горизонталь, фронталь у нас есть. Как мы знаем, перпендикуляр мы должны провести из точки D провести к фронтальной проекции фронтали. Проведем. Вот он. И проведем его дальше. Есть. Дальше проведем перпендикуляр из этой же точки D к горизонтальной проекции горизонтали. Это будет здесь, и проведем ее дальше. Значит, обозначим угол для того, чтобы нам было понятно. Вот это угол 90 градусов. И здесь мы этот угол тоже покажем. Вот это угол будет, ну, 89, да, должен быть у нас 90. 90. Ну, я исправлю на 90, да. Ну, может быть, какая-то маленькая погрешность есть.
Так, 90, да, вот угол этот обозначили. Так, дальше, следующее, что мы сделаем, это создадим плоскость. Плоскость мы зададим, та, которая будет перпендикулярна BC, с помощью двух пересекающихся прямых. Первая прямая это будет DE, а вторая прямая это будет вот это. На этой прямой мы возьмем где-нибудь вот здесь точку и найдем эту точку на фронтальной проекции. Обозначим получившуюся точку буквой L. Соответственно, это будет у нас L здесь, L проекция 1 и получившаяся точка L проекция 2. Далее, выделим то, что у нас получилось, чтобы было понятно, где наша плоскость. Начинается эта линия D здесь, заканчивается здесь, и далее здесь в точке D начинается и заканчивается в точке L. Мы задали плоскость с помощью пересекающихся прямых. Чтобы было понятно, мы ее здесь изобразим вот так. Что это плоскость у нас. Вот так, так и вот так. И далее на горизонтальной плоскости точно так же. Вот мы имеем две плоскости. Плоскость, заданная прямыми ED и DL, перпендикулярна плоскости ABC. Все, первый этап нашей задачи выполнен. Дальше нам необходимо построить линию пересечения плоскостей. И поступим для этой цели точно так же, как мы поступали ранее. Для этого проведем фронтально проецирующую плоскость и проведем ее так, чтобы она проходила через проекцию D2, E2. То есть вот таким вот образом. То, что у нас это плоскость фронтально проецирующая, мы вот обозначим здесь. Вот кусочек. Вот это будет фронтально проецирующая плоскость. Провели плоскость. Значит, наша фронтально проецирующая плоскость будет пересекать плоскость ABC в точках. Точка первая и вторая точка. Обозначим эти точки. У нас две точки есть, значит это будет соответственно точка вот здесь 3 проекция 2 и 4 проекция 2. У нас потом появится 4 проекция 1 и 3 проекция 1. Потом их поставим на то место, куда необходимо. Что я подвину так, чтобы было понятно, что к чему что относится. У нас просто здесь точек достаточно много, да, и для того, чтобы это было видно, то я их немножко разделю. Дальше проведем линию связи из точки 3, проекция 2, вниз до BA. И там, где у нас есть BA, отметим точку. Эта точка у нас была 3, да? Вот ее обозначение поставим сюда. Дальше проведем проекцию из точки 4 вниз до BC. Проведем. И там, где у нас пересечение с BC, а это пересечение у нас вот оно, да? Здесь поставим точку, соответственно, вот эту 4,1.
Теперь посмотрите, мы заключали в фронтально проецирующую плоскость ED. И теперь посмотрим, проведем, соединим то, что у нас получилось. А мы соединили, там, провели точки 3 и 4, да? Соединяем 3, 4 и до пересечения с ED. Ну, для пересечения с ED у нас вот здесь, да? Поэтому что? Продлеваем его в эту сторону. Вот так. В точке вот этой будет находиться у нас точка, принадлежащая линии пересечения. Я обозначу эту точку М, проекция 1. Ну и здесь у нас появится точка, потом М, проекция 2. Найдем проекцию М2. Значит, лежит эта проекция на ED. И отсюда с ED проведем вертикально вверх до пересечения с ED. Это будет вот в этом месте. И у нас одна точка, принадлежащая линии пересечения, уже есть. Теперь найдем другую точку. Но для этой цели что нужно сделать? Заключить другую прямую в проецирующую плоскость. Ну, варианты могут быть здесь разные. Ну, например, я заключу прямую АБ в горизонтально проецирующую плоскость. Вот, заключил. Эта прямая будет пересекать у нас ED в точке здесь. Ну, ее тоненькую сделаем. Раз. И в точке вот здесь. Построили. Значит, у нас есть 4 точки уже. Значит, это у нас будет обозначаться уже точка, соответственно, 5. Проекция 1. Эта точка будет у нас 6. Проекция 1. И потом мы построим точку 5. Проекция 2 и 6. Проекция 2. Проведем линию связи из точки 5 и 6 вверх. Из точки 5 и 6. Вот она 5. И до пересечения с ED. До пересечения с ED. Под углом 90 градусов. И там, где вот эта линия будет пересекать ED, она будет пересекать вот в этом месте. Здесь у нас будет, соответственно, точка 5. Далее. Потом точка 6. Проведем линию связи вверх до пересечения с DL. Так, вверх до пересечения. Ну, так сделаем. До пересечения с DL. DL у нас находится где? Вот в этом месте. Здесь у нас будет, соответственно, точка 6. Перенесем ее сюда поближе. Есть. Теперь соединяем точку 5 и 6. Значит, получившаяся прямая пересекает прямую АС. Так, и смотрим, где наша АС. Вот она здесь. Видите, она получилась довольно так далеко, да? Ну, это может иногда получиться очень далеко. Тогда выход какой? Ну, взять другую, просто-напросто прямую. Ну, в нашем случае, я думаю, в этом смысла нет. Посмотрите, мы тут можем найти, да, эту точку пересечения. Эта точка будет вот здесь 1. Ну, обозначим эту точку как. Это будет у нас N точка, проекция 2. Ну и здесь у нас появится N проекция 1.
И мы точку М нашли где? На АС. Значит, эту прямую АС. Вот она, АС. Продлим ее дальше. Значит, отсюда. И продлим дальше так, чтобы она пересеклась. Ну, потом, чтобы мы пустили перпендикуляр. И у нас он пересекся. Так, проводим линию связи. Вот из этого места вниз. И на месте пересечения находим что? Положение точки. Вот это N, проекция 1. Так, а теперь давайте разберемся. А где же у нас будет сама линия пересечения? Давайте ее построим. Проекция линии пересечения здесь на фронтальной плоскости будет MN. Да? MN. Ну, я хочу ее построить, наверное, чтобы она была видна. MN. Соединяем. Дальше проекция на горизонтальной плоскости. Это будет что? M и точка N. Построили. Но, а теперь давайте подумаем. У нас же здесь линия пересечения проходит вот здесь, например, на этом участке. Там только одна плоскость. То есть там речь идти не может, да, о пересечении. Здесь точно так же. Поэтому сама линия пересечения будет вот в пределах двух плоскостей. Поэтому я сделаю что? Вот этот кусочек удалю. И вот этот кусочек удалю. Дальше на фронтальной плоскости то же самое. Удалю вот этот кусочек. И дальше на фронтальной плоскости удалю вот этот кусочек. Вот линия пересечения у нас получилась. Теперь осталось у нас построить и определить видимость. Видимость. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью конкурирующих точек. Если мы хотим определить видимость на фронтальной плоскости, то нам надо выбрать то место, где, как нам кажется, прямые совпадают. Ну, например, это вот это место может быть. Нам здесь кажется, что АС совпадает с DA. Но вот оно, я его обозначу. И я буду строить его другим цветом, красным, чтобы было понятно. Значит, нам кажется, что вот здесь у нас есть две точки, которые совпадают. Я обозначу эти точки. Ну, у нас есть 6, да, точки. Ну, тогда это будет у нас 7 и 8. Здесь точка 7, проекция 2, как мне кажется, совпадает с точкой 8, проекция 2. 8, 2. И эти точки потом окажутся здесь. 7, проекция 1 и 8, проекция 1. Так, принесу поближе, чтобы это было понятно. Вот так. Теперь проведем линию связи. Из этого места вниз, вертикально. И теперь отметим. Одна точка лежит на АС. Ищем, где АС наша. Вот она АС, значит, одна точка здесь. А вторая точка должна лежать на DL. DL, вот она здесь. Значит, ну, одна точка вот это будет. Какая, где, это не важно, да, это мы сами себе назначили, да. Раз. И вторая точка, это будет 2. Вот эта точка 7. Есть. Теперь думаем. На фронтальной плоскости мы видим то, что будет к нам ближе.
А ближе мы можем определить по горизонтальной плоскости. То есть по горизонтальной плоскости получается, что мы первоначально видим вот эту прямую DL. Значит, дальше делаем такой вывод. Дальше делаем вывод, что в этом месте мы видим прямую DL. Ну и давайте будем строить теперь. Значит, я построю уже это красным. Значит, я вижу вот здесь DL в этом месте. Построил. Дальше. Теперь подумаем. В линию пересечения я само собой буду видеть, верно? Буду видеть линию пересечения. А вот этот кусочек уже, который относится к плоскости, которую мы создали перпендикулярно АБС, то видеть уже не буду, да? А дальше вот этот кусочек, который уже за пределами находится, я видеть буду, да? Видеть буду. Ну и, соответственно, вот это я тоже буду видеть, да? Раз это я вижу, значит, это я должен то же самое видеть. Значит, я его тоже сделаю красным раз. И далее подумаем, что тут я еще вижу. Ну, соответственно, я должен видеть, что вот эта точка, вот это и вот это, да? Я думаю, здесь видно, да, то, что мы видим. Ну, а вот эти части, да, вот эти части, ну, потом мы обозначим их всех пунктиром, все пообозначаем. Теперь давайте разберемся. То, что мы будем видеть на плоскости горизонтальной. Для этого то же самое. Возьмем какую-то точку, вот здесь, которая, как нам кажется, совпадает. Да? Вот это подходящая точка, да, 1. Обозначим эту точку. И далее проведем линии связи. Отсюда и вверх. Обозначим. Ну, давайте сначала подпишем их. Так, у нас точка 8 последняя была. Значит, 9 и 10 будет. Вот здесь, как мне кажется, точка 9, проекция 1, совпадает с точкой 10, проекция 1. Ну и здесь у нас получится точка 9, проекция 2, и получится точка 10, проекция 2. Так, теперь давайте определим. Одна из этих точек должна лежать на DL. Смотрим, где здесь DL. DL, вот она, да? Значит, одна точка лежит вот здесь. Ну, допустим, это будет точка 9. Это не принципиально, какую мы назовем. Вторая точка будет лежать, значит, одна DL, вторая AB. Ищем здесь AB. AB, вот она, здесь вверху. 1. И, соответственно, это будет точка, вот это 10. Обозначили. Теперь думаем. Здесь мы будем видеть то, что выше. А то, что выше, мы можем определить где? Вот здесь, на фронтальной плоскости. Ну, выше очевидно что? АБ, да? Выше АБ. Значит, вывод. Значит, в этом месте мы видим АБ. АБ мы видим, то есть АБ мы видим. А вот эту линию, которая принадлежит плоскости, образованной ЕД и ДЛ, не видим. То есть мы вот тут этот кусочек не видим, а дальше его будем видеть. Дальше будем видеть. Поэтому давайте сразу и пометим, да? Дальше мы его будем видеть, то есть оно будет торчать у нас из плоскости. Так, обозначили. А теперь давайте еще порассуждаем. Что мы еще будем видеть? Значит, мы будем, если здесь не видим, то дальше этот конец, который торчит за пределами, мы будем видеть, да? Мы будем видеть. Соответственно, вот это мы тоже будем видеть. Будем видеть. И здесь, значит, если мы это видим, то это мы тоже должны видеть, да?
обозначим видимость. Так, и получается у нас вот такая картина, да? Такая картина. Здесь у нас будет, вот посмотрите, вот этот с плоскости АБЦ, что у нас будет вот этот кусочек видим, вот этот кусочек видим, здесь невидимый, дальше видимо, да? Осталось нам что? Пообозначать кусочки, те, которые пунктиром надо обозначены. Ну, я для простоты, да, эти кусочки, те, что обозначены пунктиром, обозначу вот их синей линией, да, чтобы было нам понятно сразу и видно, да. Это вот линия невидимая, здесь, то есть она пунктиром обозначена. И здесь у нас будет что? Невидимо. Это будет видимо торчать. И невидимо будет вот этот кусочек раз. И невидимо будет вот этот кусочек 2. Вот, собственно говоря, все решение задачи. Все пункты мы выполнили.